Всем привет! Сегодня обойдемся, наверное, без моего лица. Поговорим мы вот про такую штуку, относящуюся к экодрайву, как баллы за вождение, которые ставят в данном случае у нас Scania. Так, для того, чтобы посмотреть баллы за вождение, нам надо перейти режим трасса и вот здесь листать. Вот они, баллы. Вообще, кстати, все эти поля программируются, если что. Вот здесь у меня в режиме вождения выставлены баллы, чтобы было видно, как я еду. Здесь круиз-контроль, здесь вольтаж, потому что у меня фобия, я боюсь, что сядет аккумулятор ночью, не знаю почему. Здесь расход от Blue топлива, точнее остатки. А это поле я обычно ставлю на тахограф, то есть вот этот режим, вот здесь вот несколько параметров. Либо круиз-контроль адаптивный выставляю. Но это ладно. Итак, что у нас, собственно говоря, здесь имеется? У нас здесь имеется оценка дистанции, оценка использования тормозов, езда по холмам, а также несколько параметров, которые здесь не отображаются. Пока я вам занудно рассказываю, покажу, как вообще включать эту всю ерунду. Так, советы по вождению. Значит, переходим в настройки, дисплей, советы по вождению. И либо ставите, что они всегда активны, либо только на странице оценки вождения, либо деактивируете, и они не выскакивают, эти советы. В дороге покажу, как это выглядит. Вот. Для чего это выдумано? Все довольно-таки просто. Значит, у нас имеется дофига колес. Начнем хотя бы с этого. У нас их много-много. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 осей. Значит, 6 колес на полуприцепе. Потом у нас спарку будем считать за колесо. Значит, и 6 колес на тягаче. И это получается у нас 12 пар тормозных колодок. 12 пар тормозных колодок — это много, это очень много. И плюс еще к этому тоннаж. Тоннаж и нагрузка, которая влияет на расход топлива. Но про расход тут надо будет поговорить отдельно, не все так просто. Так вот, в принципе, основное, то, что я вижу, это все-таки экономия технических ресурсов тормозов, немножечко, может быть, более щадящий режим двигателя, ну и, соответственно, меньшее количество нарушений правил и более спокойная езда. Что касается расхода топлива, на руле у нас есть кнопочка, отвечающая за управление коробкой передач. У нас есть стандартный режим трасса. Ой, он сам выходит. Стандартный режим трасса. Горный режим мощностной, так называемый. Здесь он называется мощностным режимом. Да что ж ты выключаешься-то? И, собственно, экономичный режим. Экономичный режим, что он делает? Он срезает обороты. И у нас ни кикдауном, ничего, обороты в принципе выше 1200-300 особо не загонишь. И получается, что вы тянете где-то все в районе 1200-1100. То есть он до последнего будет тянуть вот в этом промежутке. Ну, для трассы окей, для таких вот холмов, типа как в Германии, может быть окей. Для Скандинавии это, конечно, отстой полный. Если только у вас не груза, там, не знаю, может тонн 5, тогда, может быть, прокатит. Стандартный режим, то есть у вас доступен весь диапазон, и вы можете педалькой кикдаун делать, можете загонять обороты куда хотите. Мощностной режим, он будет шустрее работать коробкой, стараться держать диапазон при малейшем нажатии на педаль уже за 1500, не больше, где-то вот в этом районе, в верхнем.
И, в принципе, неплохо справляется с горами. Но, опять же, если у вас мало веса. Все остальное лучше помогать, конечно же, коробке вот этим рычагом. Вот здесь, который. Этот рычаг вперед-назад, он помогает вам. Помогаете коробке. Это я уже в каком-то видео, по-моему, говорил. Причем на Scania, на этой новой, в любом режиме, экономичном, стандартном и мощностном, эта функция будет работать. Ручного вспомогания. Так, почему у меня вес? Значится, про расход топлива. Если вы даже ставите эко-вождение, еще эко-вождение на старых Сканиях, и, может быть, можно программировать и на новых, оно ограничило вам скорость до 85 км в час. Типа экономично. Здесь такого нету. Не замечал на новых Сканиях. В эко-режиме ты ездишь по скорости одинаково. Так вот. Конечно, при идеальных условиях, если у вас трасса, ровная, далеко бегущая трасса, без особых гор, без всего, то вы можете включить эко-режим и следить за баллами, и тогда у вас по расходу топлива будет огонь. Если же у нас много груза, и у нас активное движение на трассах, ищем расход топлива 34,8. Scania будет требовать вам в случае наличия пробок впереди идущих машин, спустя какое-то время, если вы идете на ноге, так сказать, будет требовать от вас активировать адаптивный круиз-контроль. Окей, вы его активируете, и баллы у вас пойдут вверх, там, или как минимум зафиксируются, и будет это оценено. Еще она оценивает, да, кстати, круиз-контроль использования. Это в отдельной программе надо смотреть. Не в машине, а на телефонах там или у диспетчеров есть специальная программа, в которой видно. Так вот, если вы его активируете при таком активном движении на дорогах, а в Скандинавии очень любят тошнить, тормозить, короче, фигней страдать на дорогах, то баллы-то у вас будут замечательные, а вот расход поползет вверх. Реально будет и пережог, и все, что хотите. То есть адаптивный круиз-контроль в данном случае, он слабый помощник. Вот остается вам на ноге следить за ездой и за тем, что вы делаете и как вы делаете. На расход можно повлиять умением ездить в горах, так сказать. Вот это то, что реально может повлиять. И если вы активируете расход топлива в какой-либо области, вот этой вот из 4 зон доступных, то можете еще полочку эту зеленую, которая будет бегать, держать не на максимум, угонять ее вправо, а держать ее слегка не полной. И тогда тоже у вас расход будет нормализироваться. Итак, попробуем поснимать на ходу, что у нас покажет наш компьютер, наш оценщик, как мы ездим. Скорость держим в пределах 85 км в час, эко-режим включен. Пару слов про круиз-контроль адаптивный. На Scania он очень рваный, у него задана дистанция, и вот на этой дистанции он начинает видеть впереди идущий транспорт, и спустя какое-то время на него реагировать. Реагирует он на изменение скорости потока очень резко, то есть оттормаживается в последнюю секунду, можно так сказать. И, разумеется, сам водитель будет предвидеть ситуацию гораздо раньше, задолго до того, как адаптивный круиз начнет предпринимать какие-либо действия. Экстренное торможение, если вы не пристегнуты, то это примерно равнозначно вылету в лобовое стекло. Он очень дерганный, очень резкий, поэтому для экономии топлива, я скажу так, он вреден. Если вас заставляют прямо-таки дико экономить, то лучше это делать тогда ногой, а круизом пользоваться реально на пустых, ровных участках. И придется выбрать в любом случае, что вы будете: экономить топливо, либо гнаться за звездочками. Обратите внимание на обороты в эко-режиме. Сейчас именно эко-режим стоит
у коробки передач. На подъем идем в районе 1000. Скорость 75-76. Выходим на плато, ускоряемся. Ну, нам ничего не говорит, тогда мы сами отпускаем педаль газа и идем накатом на спуск. Система несовершенна. Иной раз она говорит отпустить педаль, иной раз не говорит, а иногда говорит совсем не в том месте, в котором бы ее стоило бы отпускать. Тормоза 5 баллов. Эффективное предвидение. Вот такие вот награды у нас мелькают. Чтобы тормоза были на максималочке, не трогайте педаль тормоза, как бы банально это ни звучало. Для этих новых сканий тронуть тормоз — это равнозначно самоубийству, судя по всему. Все, что вам надо, если вы идете на ноге, это по сути вовремя отпускать педаль газа на спуске, перед спуском точнее, и активно пользоваться ретардером и вообще отпускать педаль газа, предвидя, так сказать, ситуацию, когда надо будет тормозить. И вот мы пошли на спуск. Скания молчала, ничего не говорила. Ну, как отпустили, так отпустили, как я это вижу. И начинаем катиться накатом и использовать ретардер. Все еще идем накатом. Вот. Ха-ха. 0 баллов за спуск. То есть Скания нам ничего не сказала. И мы по своему, так сказать, чутью отпустили педаль, чтобы идти накатом. Спуск пологий, из-за поворота его не видно. Вот такая вот несовершенная система, как я считаю, которая в реальности просто не даст вам набрать все по сотке и удержать, так сказать, это на позиции. Но есть люди, которые ездят прям от 90 до 100, и в системе это регистрируется как А, Б, С, Д классы, там вождение есть, и в общем на А. У нас просто говорят на А, ездит на А. У меня получается стабильно Б, вот. Но я прямо-таки всерьез этим не заморачиваюсь, потому что реально это ни на что не влияет. Пока что ни на что не влияет. Хотя ходили слухи. Ну вот, в принципе, коротко, вот так оно работает. Оно вам будет писать, если вы хорошо ездите, эффективное предвидение, образцовое вождение, ваши награды, когда вы будете выбивать 5 звезд. Все остальное он вам будет просто оценивать, сколько вот, насколько вы оттормозились звездочек, насколько вы спустились с горки звездочек. А за расходом топлива я бы рекомендовал все-таки следить отдельно. Вот такие дела, друзья. Надеюсь, что-то полезное вы почерпнете. И если вы работаете на Скании, она вам станет немножечко поближе. На старых Сканиях, кстати, система примерно та же, только там параметров было больше. То есть не только показывала вам тормоза, спуск и дистанцию, но был еще 4-й параметр, я не помню какой. Честно, не помню уже, какой там был 4-й. Вот. Так что пользуйтесь. Баллы — это не всегда значит экономичное вождение в реальной жизни. И удачи вам на дорогах. Как-то так. Пока.